Всем привет! My name is Natalie. I'm the creator of this channel, Natalie Practical Russian. My channel is dedicated to the Russian language lessons. I found myself in Moscow for a few days and I want to show you this city. I'm going to tell you about Moscow so you can practice Russian and you can see Moscow through my eyes. And of course, practice listening in Russian. Listening in foreign language is very important. Also, it's important to be able to read in Russian. That's why I suggest you use my materials on Patreon. I have a Patreon page. You can subscribe for $3 and practice reading in Russian. So find the link below and support my channel. I also have a free material. This book has common Russian phrases, 150 Russian phrases that you can learn for free. Find the link below in the description section, okay? And now I'm going for a walk around Moscow. Come with me. Да, привет! Следующее видео для вас. Я сейчас в Москве. Москва – столица России. Да-да, я снова в России. У меня такой транзит. Да, сейчас объясню, почему я в Москве. Я купила дешевый билет, и этот билет из Москвы. Сейчас есть несколько всего вариантов, способов, чтобы передвигаться по миру. И очень часто дешевые билеты из Москвы, поэтому я в Москве несколько дней. Я остановилась у друзей и еду в центр города показать вам город. Я живу не близко, Москва очень большая, и мне нужно ехать сначала на автобусе, потом на метро. И как раз я покажу вам транспорт. Пока я бесполезно стою и жду автобуса, покажу вам такой район, что здесь есть. Это здание школы, не видно за деревьями. Такие высокие новостройки, и есть также такие старые панельные дома, как, например, вот этот дом. Здесь есть все: магазины, небольшие супермаркеты, кафе, естественно, магазины с алкоголем. И также можно арендовать велосипед от банка ВТБ, наверное, я не знаю. QR-код отсканировать. Я не арендовала подобные велосипеды, только электрические самокаты. Где же мой автобус? А еще такси, естественно, Яндекс.Такси и каршеринг. Эти машинки — это каршеринг, можно ездить, да, арендовать машину. Уехали. Нужно нажать на кнопку, и здесь у меня вот такая карта. Следующая остановка — улица маршала Захарова. И я хочу показать вам, где я живу. Это Москва. Я живу вот где-то тут далеко. Шипиловский ЗАГС. По требованию. Это центр. Первый круг, кольцо. Да, первое кольцо, второе кольцо. И я живу где-то, где третье кольцо. Это вот так далеко я сейчас. Такой далекий маршрут у меня будет, как вы понимаете. Обычный район на краю города. Много людей в Москве, очень много людей, больше 12 миллионов живет в Москве, возможно больше, я не знаю, как они считают. И, конечно, это все чувствуется, да, это количество людей ощущается в метро. Я также буду платить своей картой. Можно проходить. Вот так это работает. Все, карта. Я не хочу покупать билет, потому что я всего на несколько дней. Здесь есть схема.
нахожусь, сажусь в метро. Осторожно, двери закрываются. Я вот здесь внизу Орехово, и мне надо в центр. Ой, я не знаю, какая станция. Надо посмотреть. Вот такая Москва. Это сейчас я еду метро, но оно надземное, да, эта часть надземная. И здесь я могу посмотреть город. Ага, мы заезжаем на станцию. Эта станция тоже наземная. Станция Москва. И потом метро снова уходит под землю. Метро очень трудное, поэтому очень часто видно схемы. Здесь тоже есть схема. И всегда можно посмотреть. Это моя станция, и она должна быть как раз недалеко от Красной площади. Я ехала только по зеленой ветке, по зеленой линии. Очень удобно, когда много станций. Мне уходить. Да, все верно. Ага, выход есть туда. Здесь переход на станцию Площадь Революции. Разные линии показаны разными цветами. Линии показаны разными цветами. Да, я ехала по зеленой, линия номер 2, линия номер 3, синяя, линия номер 1, красная. Я буду выходить. Здесь я могу выйти к Большому театру. ЦУМ, Театральная площадь, Малый театр. Не знаю, что с той стороны. Я тоже как турист смотрю и показываю вам туда. Первая линия, Охотный ряд станция. Да. Вот, а здесь как раз выход Красная площадь, Кремль. Значит, мне сюда. В Москве не глубокое метро, и здесь довольно большой эскалатор, но вообще метро не глубокое обычно. Выхожу из метро, выход, ничего делать не надо. Нет? Да. Они всегда бывают такие двери. И музыка меня встречает. Что здесь? Ой, ничего себе! Я смотрела эту оперу, может быть, не эту. Какая классная атмосфера! Я не знаю, куда мне, вообще без понятия. Здесь такие толпы людей. Я просто в шоке. И я не очень понимаю, где я нахожусь. Я вам показала на карте это самое маленькое кольцо, это центр. И я как раз выбрала станцию в самом центре. Я думаю, прямо туда, куда идут все люди. И мне тоже туда. Москва. Да, почему Москва? Ну, конечно, вы изучаете русский язык, и в России русский язык. Москва столица России, где русский язык, где все говорят по-русски. Как раз таки в Москве вы можете встретить иностранцев, вы можете найти людей, знающих английский язык, но, конечно, все говорят по-русски, и вообще вы изучаете русский язык, вам нужно посетить Москву. Это какой-то отдельный мир, отдельная планета. Здесь очень много красивых мест. И город развивается очень быстро. Все больше и больше каких-то мероприятий. Здесь можно найти все. Я не знаю,
рестораны. Все, кроме Красной площади. Я потерялась. Здесь все меняется. Я была, возможно, здесь осенью или зимой. Сейчас лето. Вход. И, конечно, они проверяют на металлоискателях. Нельзя ничего опасного проносить. Я вообще не понимаю, можно проходить? Что-то люди спрашивают. Может быть, Красная площадь закрыта сегодня? Какое-то мероприятие? Я выбрала не самый удачный день. Ладно, здесь памятник. Покажу вам просто. Центр. Красота. Вам нравится? Москва — это что-то потрясающее, что-то необыкновенное и что-то отдельное, можно так сказать. Нельзя оценивать Россию по Москве и нельзя оценивать другие города без Москвы. Это разные миры, но это все одна Россия. Почему так? Потому что в Москве все самые важные люди. Это политики, футболисты, селебрити. Все сконцентрировано здесь, все сосредоточено в этом городе. Да, чтобы прочувствовать всю Россию, лучше посетить и другие города, но вам нужно увидеть Москву. Рассказываю, показываю вам просто, что вижу, о том и говорю. Куда нравится, туда и иду. Не знаю, куда я направляюсь, честно, надо открывать карту. Здесь все меняется. Меня чуть не сбил маленький ребенок, маленькая девочка летела в мои ноги. Там открыты ворота. Насколько я помню, это какой-то сад. Я в Москве. Александровский парк, он идет как параллельно Красной площади. С другой стороны здания Красная площадь. Но я не знаю, почему там было закрыто. Возможно, с другой стороны можно все-таки. Или сегодня такой неудачный день. Я решила погулять в центре и сделать видео. И как раз Красная площадь по каким-то причинам закрыта. Покажу вам, что есть. На улице тепло, хорошо, не жарит солнце. Подавляю, меня удушили. Нет такого палящего солнца, но тепло, да, где-то 28-30 градусов. Прекрасно. Но для обычных русских не так все прекрасно. Почему? Сейчас объясню. Средняя зарплата в Москве где-то $1100, да, но вообще существует огромная разница между зарплатой обычных людей и зарплатой каких-то важных людей. Этот большой разрыв для обычных людей не так легко жить в Москве, но все равно здесь огромные перспективы. Ой. За сутки? Почему люди переезжают в Москву? Молодые люди часто очень в большом количестве переезжают в Москву, потому что здесь все возможности. Здесь самые лучшие университеты. В Москве где-то 280, даже больше университетов популярных. И молодые люди заканчивают университеты и остаются здесь, потому что, конечно, они не хотят возвращаться в свой небольшой город бесперспективный. Здесь можно делать карьеру, зарабатывать большие деньги, и поэтому все стремятся в Москву. Все амбициозные молодые люди переезжают в Москву. И Москва все-таки дает эти возможности вырваться в другой мир. Все-таки $1100 это зарплата выше, чем в остальной России. Все-таки это считается хорошей зарплатой для России. Но есть и минусы, как я вам показала. Я живу сейчас довольно далеко от центра, хотя я доехала быстро на метро, минут 40-50 у меня заняло
до центра. Но если мне нужно в какую-то другую точку Москвы, если я работаю где-то, естественно, не в центре, то я могу ездить до работы час, больше 2 часа, да, часто у людей это занимает по 2 часа. Это такая трата времени, потому что город большой, и люди не могут все жить близко к центру, только обеспеченные люди, богатые люди живут близко к центру. Там космические цены на все, на жилье. И поэтому, может быть, еще выбрать какую-то локацию, чтобы показать вам. Покажу вам центральную часть. В Москве широкие дороги в 3-4 полосы в одну сторону и плюс еще в другую. Вы видите, как много желтых такси. Это все Яндекс.Такси, да, сейчас популярные Яндекс.Такси. Эта компания выкупила, или не выкупила, не знаю, Болт.Такси, еще какие-то небольшие такси. Сейчас в основном мы используем Яндекс.Такси. Они как выжили своих конкурентов, убрали своих конкурентов. Как попасть на другую сторону? В центре города, конечно же, стоит полиция, следит за порядком. Это государственная библиотека имени Ленина. Люди просто сидят, отдыхают. Видимо, я хочу обойти это все и попробовать зайти на Красную площадь с другой стороны, со стороны реки Москвы. Еще одна станция метро, я думаю, по красной ветке, метро Боровицкая. В центр легко можно попасть. Я живу на зеленой ветке, и я приехала на станцию Театральная по зеленой ветке. С этим нет проблем. Метро очень большое, много станций. Легко можно добраться, но все равно из-за этих масштабов города, из-за этих расстояний, это занимает время, не так легко. Эти широкие улицы, конечно, здесь удобнее передвигаться на транспорте. В самом этом центре нет, можно прогуляться, но по Москве лучше передвигаться на чем-то, на машине, потому что, как и в Минске, если вы не смотрели мое видео в Минске, посмотрите. Я добавлю ссылку на видео в Минске. Там тоже широкие улицы. Это во время Советского Союза они любили строить такие масштабные, массивные здания. Здесь памятник. Что-то здесь происходит. Какая-то черная машина. Подожду я. Потому что не понимаю, куда она едет. Вы везете пути. Можно. Показали, что можно переходить дорогу. Какая-то важная черная машина выехала из Кремля. Вот так они ездят, с сигналками. И они не останавливаются на светофорах. Ох уж это Москва, да, здесь не знаешь, что будет. Какая красота! Там парк Зарядье и этот навесной мост над Москвой рекой. Чуть позже я дойду до этого места. Да, Кремль и собор. Я никогда не была внутри, в Кремле. Я слышала, что все-таки многие люди стремятся посетить сам Кремль. Красная площадь. Все-таки не попаду я на Красную площадь, стоит охрана, ограждение, и насколько я вижу, там пусто, нет людей, не разрешено сегодня проходить. Событие, видимо, закончилось, но не пускают. Я также дальше иду по набережной, и здесь этот навесной мост. Недавно они построили этот мост и сделали этот такой современный парк. Я не буду рассказывать историю этого парка. Я смотрела
видео Артема на канале из Russian Progress, и он довольно интересно рассказывает, там не очень длинное видео. Оставлю ссылку, вы можете посмотреть. Там больше исторических каких-то моментов о парке. Я предпочитаю вам больше рассказывать какие-то жизненные о людях, о жизни и показывать сам город, атмосферу. Здесь, конечно, миленько, люди гуляют, все такое цветное, все такое современное. Что это такое? Подземный музей Зариади и выход к Москве-реке. На ту сторону выход? Я не знаю. Я такой же турист в Москве, как и все туристы. Потому что я из Санкт-Петербурга. Подниматься наверх или не подниматься? Вот в чем вопрос. Москва очень большая, и локаций интересных мест, которые я хотела вам показать, довольно много. Это нужно ездить, передвигаться. И это все время. Что успею, то я вам покажу. Надеюсь, вам нравится гулять со мной. Пойдем наверх? Ну давайте, посмотрим вид. Не часто я здесь. Раз в 2-3 года, наверное. Опять же, давайте, пока гуляю, расскажу вам. Все-таки для обычного русского человека жизнь в Москве трудная, да, нужно далеко ездить, большие расстояния, люди арендуют квартиры не в центре, где-то далеко, люди работают. Я думаю, что такие базовые продукты стоят столько же, сколько в Санкт-Петербурге или в других городах России. И я смотрела, я сравнивала. Такие же цены. Конечно, там для каких-то любителей изысканной еды такая еда будет стоить дороже, но обычная еда стоит столько же. И получается, что с более высокой зарплатой у людей остается больше возможностей накопить деньги, да, на путешествия. У них остаются деньги для какой-то более комфортной, интересной жизни. И также в красивом городе можно найти какие-то бесплатные мероприятия или недорогие мероприятия. И поэтому, конечно, жизнь в Москве трудная, нелегкая для обычного гражданина, но дает какие-то возможности и приятное времяпровождение. Дает развитие себя, во-первых, потому что можно посещать разные курсы, также можно за них платить, у людей остается зарплаты, какие-то деньги, которые они могут использовать для улучшения своей жизни. В маленьких городах России таких возможностей намного меньше, зарплаты намного ниже, поэтому большинство молодых людей переезжает в Москву. В Санкт-Петербург тоже едут люди. Да, Москва впечатляет. Что ни говори, здесь, в центре, когда гуляешь как турист, конечно, все впечатляет. Если бы я жила такой обычной жизнью, я не знаю, у меня были бы, наверное, другие ощущения, когда ты ходишь 5 дней на работу, ездишь на метро по часу или 2 часа. Я думаю, я бы быстро уставала. Я знаю, что мои друзья, например, они не часто ездят гулять в центр. Здесь в основном туристы. Они не ездят, потому что просто нет времени. Нет времени ни на что. Когда ты уже живешь в Москве, у тебя не так много времени, чтобы наслаждаться. Я надеюсь, что все-таки москвичи находят время и не только работают, но и, не знаю, отдыхают. Москва — это также престиж, статус. Здесь важно, кто ты, где ты работаешь, какая у тебя машина, чем ты занимаешься. И люди любят показывать это. Если у них есть деньги, они любят это показывать. Красота же. Я уже столько раз повторила. Красота же.
Здесь такая интересная атмосфера вдоль этого моста. Скамейки, и люди просто сидят, отдыхают и смотрят на вид. Ну да, чтобы они там не засвечивали. Как мне пройти? Люди делают фотографии. Люди на кораблике проезжают, и рукой машут. Что я ожидала увидеть? Да ничего, в принципе. Росгвардия, да? Следит за порядком. Ну, отсюда хорошо видно город, да? Потому что такая высокая точка. Видно Крем, видны здания, что это пирс. Можно купить билетик и прокатиться по Москве-реке. Ну, очень здорово. Экскурсия. Территория снова превращается в пустырь, по сути дела. И только в 60-е годы, когда возобновляется строительство магазинов. Экскурсовод рассказывает историю этой части Москвы, как построили это Зарядье и этот мост. Еще там 5 лет назад, я думаю, его не было. Здесь я не знаю, что здесь было. Кто знает, пишите в комментариях. Но это больше вопрос для русских людей, для москвичей, может быть, кто живет в Москве. Я нет, вообще без понятия. В Москву приезжала больше к друзьям, ну, по каким-то делам или просто провести 2-3 дня. Давайте немного меня. Я хотела рассказать эту информацию вам на Красной площади, но я не попала туда. Рассказывают, как правильно себя вести в жару, пить больше воды. Если вдруг человек плохо себя чувствует, можно позвонить куда-то. Такие дают инструкции по громкоговорителю на весь парк. Они рассказывают, что надо делать в трудной ситуации. Я решила пойти на станцию Китай-город, обратно в метро. Вы видите здесь раз лестница и 2 лестница, а куда мне? Вообще я не знаю. И там красиво, и там красиво. Но там, мне кажется, красивее. Какую еще общую информацию хотела рассказать? Ну, климат. Климат в Москве примерно как в Берлине или в том же Париже. Я услышала это из интернета, не совсем уверена, что так и есть. В Москве холодная зима, такое не сильно жаркое лето. Последние года климат немного меняется, но Россия на севере, и, конечно, по климату это северный город. Если мы говорим о Сибири, той части России, там реально холодно. Да? Москва все-таки по климату ближе к европейским странам, таким как Германия и Франция. Что здесь? Немного людей. Когда гуляешь в городе, точно не потеряешься. Так же, как и мне рекомендовали, я также рекомендую использовать Google карты или Яндекс карты. Там можно легко строить маршруты, потому что в Москве много разных проходов, и по карте можно удобнее, да, ходить. Большие расстояния, широкие улицы, большой город, поэтому, конечно, удобнее использовать какие-то карты в телефоне. Я использую мои любимые. Там может быть не так все хорошо, там не показывает транспорт. В Яндекс.Картах точно можно строить маршруты и быстрее добираться, да. В Москве, опять же, большое количество транспорта самого разного. И главное знать правильный автобус и метро. В Москве все ездят на метро.
Я сказала, что самый популярный транспорт это метро, но, конечно же, нет. Это машина, собственная машина. На метро все-таки ездят люди второго сорта. Ну, когда у людей не хватает денег купить машину, а так все стремятся купить машину, и поэтому в Москве безумные пробки. Все стоят в пробках, могут стоять и час, и два, и это правда. В Москве безумные пробки на дорогах. Хоть и улицы широкие, все равно людей так много, машин так много, что в Москве пробки. Сейчас это самый центр. Здесь вам не нужно оценивать. Здесь другая ситуация. Что еще я могу рассказать о Москве? Ну, конечно же, в России, в общем, красивые девушки, и в Москве девушки стильные, девушки следят за собой, у них есть деньги, и они так вкладывают довольно немалые деньги, чтобы выглядеть красиво. О, администрация президента Российской Федерации. И это заметно, это видно, когда вы гуляете по городу. Много красивых людей, столько интересных людей. Туда по Зарядье, мне в метро. Спускаюсь в метро. Хочу доехать до другой станции. Буковка М, значит, вход в метро. Да, московский метрополитен, станция Китай, город. Там университет, а здесь напротив Воробьевы горы. Воробьевы горы — это небольшие горы, и можно посмотреть вид на Москву. Здесь вид на Москву, и туристы всегда приезжают посмотреть на этот вид. Москва-Сити, да. Туда я тоже хочу поехать сегодня. Я думаю, это будет последняя. И вид. Я приехала на станцию Деловой центр и ничего не поняла. В этих зданиях офисы, куча магазинов, кафе. И на улице вот такая зона. Я вообще не поняла, как здесь гулять, где здесь, как выйти из метро правильно. Здесь заборы какие-то. Ну, еще не закончено строительство, поэтому я потерялась. Вот так это выглядит внутри. Me mataba, diciendo que me faltaba. No sé ni cómo explicar lo que yo siento por ti. Es tan fundamental en mi vida tan social. Y no puedo imaginar tan solo un día sin ti. This is not the end of my journey. I hope you got some impression of Moscow. I know I only visited city center, but hopefully you enjoyed this video. Download my materials if you are serious about speaking fluent Russian. Every step you take gets you closer to that. So you can support my channel, subscribe to my Patreon page, and use my materials. And my free material can help you if you just started to learn Russian. You can learn some basic Russian phrases. So use my materials and support my channel. Your support is very appreciated. Thank you for being with me. Увидимся в следующий раз. Увидимся совсем скоро. Пока-пока.